Всем здравствуйте! Как и обещала вам ранее, я сняла видео о заброшенной усадьбе Святополк-Четвертинских в поселке Желудок. В сети много видео об этой знаменитой заброшке, но дело в том, что совсем недавно у усадьбы сменился собственник, и начались потихоньку заметные изменения в лучшую сторону. Открылись к посещению дом со знаменитой по фильмам и фотографиям лестницей, огромные подвалы с запутанным лабиринтом ходов, в них провели свет, расчистили от хлама, и стала видна старая кладка и местами плитка на полу. Привели в порядок 200-летнюю грабовую аллею, и все это я вам сегодня постараюсь подробно показать и рассказать. Рассказать много невероятных историй, все то, что удалось узнать о судьбе этого дома и бывших хозяев в процессе подготовки к съемкам. И поверьте, такого еще никто не рассказывал. Итак, мы начинаем. Начиная с 17 века Желудком владели почти 6 поколений Тайзенгаузов, и когда Антоний Тайзенгауз потерял милость короля Станислава Августа Понятовского и был снят со всех должностей, именно в Желудок он перевез большую часть своего имущества, которое после его смерти было описано за долги. Сам Тайзенгауз не имел детей, и после его смерти Желудок перешел к его племянникам. И далее по линии рода в начале 20 века Желудок в качестве приданного жены достался Святополку-Четвертинским. Они-то и развернули большую стройку, и рядом с флигелем, возможно, бывшим домиком Тайзенгаузов, вырос роскошный особняк в стиле необарокко и модерн. Сейчас здесь установили стулья для удобства посетителей усадьбы, и можно отдохнуть в тени деревьев и посмотреть на этот удивительный комплекс. К тому же Четвертинские возвели на территории ряд хозяйственных построек, многие из которых уцелели до нашего времени. И на фасаде постройки можно кое-где увидеть остатки некогда великолепной лепнины и представить, как дом выглядел до разрушения. Людвиг Четвертинский в начале 20 века решил возвести в парке двухэтажный дворец. По одним сведениям, автором проекта дворца был знаменитый варшавский архитектор Владислав Маркони. По другим, Маркони просто доработал проект другого, не менее знаменитого архитектора Тадеуша Ростворовского. Строительство усадебного дома началось в 1907 году, и, как нетрудно в это поверить, но завершилось всего за 1 год. Не успели Четвертинские закончить и благоустроить свой дворец, как началась Первая мировая война. Сам дворец в войну не сильно пострадал, были разрушены только его интерьеры и разграблена обстановка дворца войсками, проходившими по Желудку. И после войны Четвертинские в своем дворце так и не поселились. Князь Людвиг и его жена Розалия поселились во флигеле, который стоит рядом с домом с усадьбой, и некогда он был усадебным домом Тайзенгаузов. Именно сюда, в этот флигель, из основного дома была перенесена оставшаяся мебель и произведения искусства, которые удалось сохранить. И из окон своего флигеля Четвертинские каждый день смотрели на величие своего полуразрушенного дома. Дворец лишь изредка приспосабливали под гостиные комнаты для молодежи, которая летом съезжалась в Желудок. А Четвертинские сосредоточились на развитии хозяйства в своих обширных владениях, которые по размерам значительно превосходили некоторые европейские мини-государства. Через лес были проложены несколько десятков километров мощеной дороги. Все фольварки Четвертинских были связаны телефонной сетью и работали по одному хозяйственному плану. Функционировали и приносили прибыль лесопилки, спиртзаводы, фермы, лесные и рыбные хозяйства. Четвертинские очень быстро сделали свои владения одними из прибыльных в Западной Беларуси. И в Лиде, на улице Суовалковская, 40, функционировал торговый дом Людвига Четвертинского, где продавались строительные материалы и различная сельхозпродукция. Огромное хозяйство Четвертинских располагалось на 18 тысячах гектаров земли, несколько лесопилок, фермы по разведению голландских коров, конезаводы. Средств хватало, и были планы по возрождению былого величия усадьбы. Но, увы, Вторая мировая война уже идет по Европе и со страшной скоростью приближается к этим землям. После начала Второй мировой Людвиг и Розалия Четвертинские находились в Желудке, где 17 сентября 1939 года были арестованы НКВД и заключены в тюрьму.
В их дело вмешался итальянский король Виктор Эммануил через немецкие власти, находившиеся еще в ту пору в недолгой дружбе с Советами. Вмешательство оказалось успешным, и через 7 месяцев Четвертинские были освобождены. Чета Четвертинских срочно уезжает в Польшу, в Суховолю, где жил брат Людвига, Северин Святополк Четвертинский. Увы, это не то место, где стоило оказаться во Вторую мировую. Фашистская Германия шагает по Европе семимильными шагами, и оба брата Четвертинских были арестованы немцами в 1941 и оказываются в концентрационном лагере Освенцим-Биркенау. Те из вас, кто читал воспоминания выживших в этом страшном месте, в общих чертах представляют себе условия и жизнь, или правильнее сказать, существование в этом страшном месте. Несмотря на трудности, одному из братьев, Северину, удалось продержаться в лагере до конца войны, а подорванная в плане здоровья после 7-месячного заключения в стенах НКВД организм Людвига не смог вынести тяготы этого ужасного места, и он погиб в этом лагере почти сразу. Вот так закончилась история владельцев этой удивительной усадьбы. Работали, строили планы, жили, и все закончилось, как говорится, все пошло по ветру, как дым. Судьба, предопределенность, обстоятельства или злой рок – кто сейчас ответит? В то время погибали и более знаменитые династии и ее представители. Много умных, интеллигентных и образованных, талантливых людей было уничтожено в той войне. А выжившим осталось только помнить и начинать все сначала. А что же сам дом? Какова его судьба? Ведь известный факт, что дом без человека разрушается. Он как живой механизм должен чувствовать человеческое тепло и любовь. Что здесь было после этих страшных событий? Я расскажу. Во Вторую мировую нацисты разрушили и сам желудок, а в усадьбе разместили военный госпиталь. Роскошные интерьеры усадебного дома были, конечно, разграблены. После войны он некоторое время использовался для различных целей. Например, временно в нем размещался клуб частей ПВО. А 1980-е годы и вовсе стали темным периодом в истории усадьбы. Никто точно не знает, что в ней происходило. Вероятно всего рассказывают, что в ней был склад вооружения. После распада Советского Союза в 90-х и нулевых годах усадьба до некоторой степени обрела новую жизнь. Заброшенное здание буквально поражало окружающих мистической атмосферой и выгодно оттененной вот этой безупречной архитектурой. И поэтому здесь стали снимать клипы и фильмы. В частности, в 2010 году здание стало съемочной площадкой для белорусского фильма ужасов «Массакра». В 2014-м имение получило новых владельцев, на этот раз москвичей. Они обещали восстановить усадьбу, однако сдержать свое слово не спешили. И все стало настолько запущено, что дворец разваливался на глазах, а в холле появились многочисленные гнезда ласточек. И в результате судебным решением их лишили права владения, и в прошлом году усадебный комплекс обрел новых владельцев. О собственнике известно только то, что он белорус и собирается реставрировать старинную усадьбу. Уже приведены в порядок обширные подвалы, которые находятся под дворцом. Проведен свет во все помещения подвалов. Вынесен весь мусор и хлам, копившийся здесь десятилетиями, и сейчас подвалы открыты для посещения. Пока найден только один подземный ход, который соединял усадьбу с флигелем. А в подвале, в некоторых помещениях, сохранилась даже старинная плитка. И все очень прилично, как для подвала, столько лет стоявшего заброшенным дома. Подвалы огромные, со множеством непонятного предназначения помещений, и в некоторых есть еще даже подземные помещения, уходящие еще глубже. Но все засыпано, и пока не ясно, в каком это все состоянии. И как вы можете видеть, размер подвала впечатляет. Они идут под всей площадью усадьбы, и говорят, что найден только пока один подземный ход, который ведет во флигель. Подвал уже привели в относительный порядок, и, конечно, погулять здесь очень интересно. Главное не заблудиться. Но, в принципе, тут все понятно. Где-то проходные комнаты, где-то они глухие, но дойти в начало, так сказать, экспозиции можно.
В самом доме тоже ведутся работы, закрыт второй этаж и все комнаты первого этажа. Очевидно, что работы по восстановлению и благоустройству начали как раз с них. И к посещению доступна только лестница и холл первого этажа. Старинная лестница, так знакомая нам по многочисленным фотографиям этого места, тоже не в лучшем состоянии, но видя, как собственник взялся за ремонтные работы, есть надежда, что и ее приведут в порядок. Интересно приехать сюда через год и посмотреть, что поменяется. Входной билет стоит 10 рублей с человека. Можно наличными, а можно и по терминалу. И, надеюсь, эти деньги также будут способствовать сбору средств на реставрацию. В этом году рядом с домом благоустроили и привели в относительный порядок 200-летнюю Грабовую аллею. Вокруг построенного в начале XX века дворца и еще с XVIII века существовал 100-гектарный парк Тизенгаузов, в котором растут дубы, грабы, каштаны и липы. И аллея из грабов посажена еще 200 лет назад. В начале аллеи соорудили лавочку и, возможно, пока временную, но очень удобно присесть и понаблюдать за этим удивительным местом и представить себе, как здесь гуляли те, кто когда-то здесь жил, для кого это место было домом. Сначала Тизенгаузы, потом Святополк-Четвертинские, ну а теперь можете прогуляться и вы. Усадьба Святополк-Четвертинский в Желудке – это одно из самых красивых мест Гродненщины. И уж точно самое атмосферное, где мне довелось побывать. Я осталась под большим впечатлением. Долгое время сюда не решались ехать туристы, потому что от Лиды надо сделать приличный крюк, и дорога не совсем комфортная, ну не трасса М6, понятно. И была возможность приехать и увидеть закрытые ворота и двери, потому что усадебный комплекс был закрыт к посещению. А сейчас все открыто, и пока мы здесь были, то подъезжают туристы, и довольно-таки популярное место, скажу я вам. В общем, однозначно рекомендую. А после посещения рекомендую посмотреть художественный фильм «Массакра». Получите незабываемый заряд адреналина и впечатлений от картины, снятой в знакомом теперь вам месте. И это только усилит эмоции от просмотра. На территории усадебного комплекса остались хозяйственные постройки. В частности, помимо флигеля сохранилась каретная, вот она там впереди, правда, в не очень хорошем состоянии, и при входе предупреждают, что заходить в нее нельзя, это может быть опасно. Но думаю, что при вложении средств усадьба претендует на то, чтобы стать одним из самых популярных туристических объектов Беларуси. Главное, чтобы подошли к реставрации грамотно. И именно отреставрировали, а не появился очередной новодел, ведь эти стены так и дышат историей и стариной. За забором усадебного комплекса сохранился, как нам пояснили, дом управляющего 1900 года постройки. Вот там как раз на доме выбита дата выложена. И относительно тоже внешне в неплохом состоянии, то есть можно зайти, обойти вокруг и посмотреть. Вот такое место. Заброшенная усадьба Святополк-Четвертинских. Огромный дворец посреди паркового комплекса. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, были здесь или собираетесь побывать. Однозначно рекомендую это удивительное и мистически притягательное место. Делитесь своими впечатлениями. Мой канал для того и создан, для общения между людьми. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.